Привет, ребята! Привет, ребята! Мы в Ханчжоу. И для нас это совершенно особенный город, потому что здесь живет и учится вот уже 2 года наша младшая дочь Маруся. Она уехала сюда, когда ей было только 16 лет. Уехала изучать язык в чужую страну, совершенно одна. И в этом фильме мы хотим вам рассказать о том, как она здесь живет и как вообще все это с ней случилось. Живу в Китае с 2017 года. Придумала себе вот эту вот идею поехать в Китай. Почему? Ты поехала учиться, учить китайский язык, потом получать степень бакалавра и магистра. И случился вот этот вот матч. Мы же 2-й год подряд прилетаем в Ханчжоу, и 2-й год подряд охватывает очень необычное чувство. Ты вроде как прилетаешь к своему ребенку, но понимаешь, что это уже абсолютно взрослый и самостоятельный человек. Расскажи, Марусь, как ты придумала себе вот эту вот идею поехать в Китай? Почему? Ну, я очень долгое время увлекалась изучением китайского языка, и мне была в целом интересна китайская культура, и мне очень много рассказывали, моя подружка очень много мне рассказывала о том, как здесь ей классно учиться, о том, как здесь все современно, как Китай вообще как другая планета. Тут совершенно, для нас все другое. Мне кажется, Китай опередил Россию и не только, вообще все страны там уже настолько, что правда не догнать. Поэтому, конечно, было интересно посмотреть, как это все на самом деле, посмотреть своими глазами, потому что я всегда смотрела фотографии. Ну и плюс, естественно, то, что в Китае хороший уровень образования, и сюда в сравнении с другими странами гораздо проще поступить. Наверное, это одна из самых простых стран для поступления в плане документов, в плане стоимости обучения, исходя из, если выбирать, где учиться за границей, вот по этим критериям это, наверное, самая простая страна. Но это компенсируется тем, что сложный язык и сложно влиться в общество, наверное. Мы находимся на территории жилого комплекса, где снимает квартиру Маруся. Идем к ней в гости. Вот мы купили фруктов. Если честно, чувство необыкновенное, когда ты первый раз идешь в гости к собственному ребенку. В ее жилье, не в наше общее, а там, где у нее уже свое хозяйство, свой дом, где она хозяйничает. Поэтому пойдем смотреть, как она устроилась, как она живет. Территория, конечно, очень классная, благоустройство просто какой-то топ вообще. Хотя Маруся нам говорит, что она живет в таком типа студенческом районе, и здесь понастроена куча жилья для студентов. Эконом-сегмента. Но нас как-то это прям очень сильно впечатлило. Вот это пространство все, как тут организовано, какой тут ландшафтный дизайн. Там вот пруд, водопад. Сейчас он выключен. А обычно здесь еще водопад течет. Эконом, говорит, жилье. Люди, китайцы, у которых есть деньги, говорит, здесь жилье не покупают. Только вот студенты, у которых нет денег на нормальные квартиры, селятся вот в таких районах. Имейте в виду. На первых этажах вот у них, получается, есть свой выход на улицу. Вот кто-то даже елку, видимо, на Новый год наряжал. Хотя обычно Новый год у них не в почете, потому что у них свой китайский Новый год, самый главный праздник. И вот у них вот эти террасы, мне кажется, это очень классно, когда первые этажи
имеют возможность вот сделать такой свой садик. А кто-то вот даже огородик развел, огурчики посадил. Очень разумно. Заходим. Вот так живут студенты. Как тебе живется в твоем жилище? Ну, в целом мне все нравится. Конечно, не так много места, но в целом мне одной достаточно. И я очень рада, что я живу одна, что никто тут не мешается вот так вот перед глазами. Как вообще страшно было съезжать с общежития? Все-таки там постоянно какие-то люди окружают, а тут одна в 4 стенах. Вообще не страшно. Это то, о чем я как раз и мечтала, живя в общаге, чтобы вот был какой-то, ну, небольшой, может, на свой личный уголок, где я могу, как сама хочу, что расставить. Ну, в целом, есть личное пространство, потому что в общаге с этим тяжело. Какие бы ни были хорошие отношения с соседями по комнате, мне кажется, это очень тяжело, когда вы все в одном помещении 24/7, вообще никаких разделений, и поэтому, конечно, не хватает личного пространства в общежитии. А какая стоимость аренды такого жилья? У меня в месяц выходит 1800 юаней без учета коммуналки, но в моем жилом комплексе очень дорогая коммуналка в сравнении с другими. Я когда обсуждаю со своими друзьями, сколько я на коммуналку плачу, они все в шоке, потому что, ну, это правда дороговато, если честно. Мне выходит, наверное, около 300 юаней в месяц чисто за электричество. И это учитывая, что у меня вот такая маленькая квартирка, и я живу одна. Расскажи, какие примерно траты в месяц, например, у студента в Китае? Ну, это очень сильно зависит от, во-первых, от того, где ты живешь, в общежитии или в квартире, а во-вторых, в целом от каких-то предпочтений, образа жизни. Но у меня уходит примерно около 3000 юаней в месяц без учета квартиры. Это, то есть, там где-то поесть с друзьями иногда, там куда-нибудь сходить повеселиться, транспорт и все вот эти расходы без учета жилья примерно выходит где-то около 3000. Это при том, что ты готовишь еду сама или в основном заказываешь? Когда как? Ну, потому что выходит в целом по цене, я считала, что выходит примерно одинаково, что готовить, что куда-то ходить, просто, ну, лично я предпочитаю готовить, если есть такая возможность, если есть там время, желание, потому что, конечно, живя в Китае, очень скучаешь по привычной нам вот этой европейской еде, и поэтому, конечно, хочется готовить, но в Китае распространены такие магазины во всех крупных городах, мне кажется, есть такие, как Sam's Club или американский Costco, где можно закупиться большими упаковками продуктов, там, большими объемами. И вот закупаясь в таких магазинах на какой-то продолжительный период, это выходит гораздо выгоднее, чем, например, там, в каком-нибудь обычном супермаркете. Как ты нашла эту квартиру? Трудно вообще в Китае найти квартиру? Ну, довольно-таки да. Ну, в плане, ну, не прям трудно. Я сначала смотрела в приложении всевозможные варианты квартир, и мне одна очень понравилась. Я написала в этом же приложении риэлтору, и мы договорились о встрече. Мы поехали с моим другом, как раз с Лёшей, посмотреть эти квартиры, чтобы он мне там помог разобраться. Всем привет, меня зовут Лёша, Алексей, Алекс, Чентото, как кому удобно. В Китае я живу с 2016 года. Сначала учился, теперь работаю. Ну, вообще многие, даже вот твоя соседка по комнате, многие приезжают и не выдерживают, я не знаю чего, китайской культуры, ну, просто отрыва от семьи, от родины и уезжают обратно. А что тебе помогло
остаться здесь, не сорваться, не уехать спустя там полгода? Ну, конечно, первое время было нелегко, но меня очень поддерживали мои друзья, особенно Аня. Меня зовут Аня. Я оказалась в Китае в 2017 году. После 11 класса поехала учить китайский язык, потом получать степень бакалавра и магистра. То есть основная цель была учеба. Наверное, если бы она меня так не поддерживала, я бы уже давно уехала бы. Вот, ну и в целом, наверное, ну, мне не так как-то... Конечно, для меня китайская культура, там, китайская еда очень странная, но, наверное, не так сильно. То есть, в целом, я довольно люблю китайскую еду. И да, в целом, Китай мне очень нравится. Ну, и, конечно, тут много минусов, но, как и везде, наверное, для меня Китай на данный момент, как мне кажется, подходит. И поэтому... Но в любом случае, это первое время в любой стране это будет сложно, независимо от страны, от ее плюсов, минусов. Просто тебе сложно, потому что любая страна будет отличаться от твоей. Даже там, мне кажется, если переедешь из России в Беларусь, уже будет все отличаться сильно. А если настолько разные страны, как Россия и Китай, то, конечно, это будет первое время культурный шок, и с этим, мне кажется, поможет справиться только время. Вот человек, например, только что приехал, да, и вот обычно, что вот такое ключевое не понимают приехавшие? Что им нужно знать о китайцах, чтобы как-то легче адаптироваться? Я не знаю, что нужно знать, но я знаю точно, что не нужно их сравнивать с кем-то, с другим, с другими странами. Особенно Россия, Европа или американские страны. Потому что это совсем другое. Ты просто наслаждаешься этим. Ты приезжаешь и принимаешь такой, какой он есть, и уезжаешь со своим волшебным опытом. А что вообще тебе помогло остаться здесь так надолго? Честно, когда я только приехал в Китай, мне он не нравился. Типа, мне было здесь тяжело, я не принимал культуру, не принимал еду. А потом я вернулся в Россию на несколько месяцев такой, нет, обратно хочу. И потом я приехал уже в Ханчжоу второй раз, и случился вот этот вот матч, что очень красивый город, идеальная инфраструктура, много работы, хорошие университеты. До этого я жил на севере, там немножко было диковато. И вот мне здесь понравилось, я понял, что хочу развиваться здесь. Сначала я приехал сюда на полгода, но эти полгода уже длятся почти 10 лет. О, офигеть, ребенок упал в сиху. Это было снято? Да. Что в Ханчжоу не сразу понравилось? Ну, сам город сразу мне понравился. Я вообще была в восторге, никогда такого не видела. Мне не нравилось только общежитие, а так вообще Ханчжоу — это восторг. Ну, конечно, китайцы раздражают местами, но это не дело Ханчжоу, это в целом Китай. Всем привет, меня зовут Ху Фанин, но все мои друзья зовут меня Shadow. Я родилась и выросла в Ханчжоу. Какое место ты показала бы в Ханчжоу человеку, который приехал сюда первый раз? Твой выбор. Если искать информацию в интернете и составлять маршрут, то первым местом, которое все рекомендуют посетить в Ханчжоу, конечно же, будет Вестлейк, Сиху. Это место, которое посоветуют посетить первым делом в любом путеводителе. И я тоже очень советую сходить туда. Но есть один важный совет. По возможности не приезжайте на Сиху в праздничные дни, потому что там будет очень много людей. Помимо достопримечательностей вокруг Сиху, я также очень рекомендую съездить в горы, расположенные недалеко от Ханчжоу. В окрестностях города их очень много. Но если вы приехали в Ханчжоу на короткое время, то Сиху должно быть главным пунктом вашего плана. Обязательно стоит подняться на пагоду Лэйфэн, а напротив нее, на вершине холма, находится еще одна пагода — Баочу. Туда можно подняться и полюбоваться панорамным видом на Сиху и Ханчжоу. Это одно из моих любимых мест, такой мой личный скрытый уголок, который я очень советую посетить.
Привет, ребят. Bolivia? Olympiada. This is my parents. Really? Yeah, and they can speak Turkish. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Марусь, ну расскажи, где мы вообще находимся? Что это за прекраснейшее место? Мы находимся в университете Zhejiang Weiguo Yushe Yuan, или же Zhejiang International Studies University, по-простому ЗИСУ. Не знаю, видно надпись или нет. Университет, в котором я учусь на языковых курсах, и предлагаю сегодня посмотреть, как тут все устроено. Вот мы находимся в библиотеке. В данный момент мы в коридоре, потому что только здесь можно разговаривать. В залах с книгами разговаривать нельзя, там все сидят просто тихо учатся. Ты часто здесь бываешь? Ну, довольно часто. Если, например, нужно поучиться там или просто какие-то дела поделать, мне лучше пойти в библиотеку, нежели домой, потому что почему-то дома мне совсем не хочется ничего делать, а когда сюда прихожу, особо выбора-то и нет, и поэтому приходится заниматься делами, поэтому, да, довольно часто сюда прихожу, особенно если у меня долгий обеденный перерыв. Мы сейчас находимся в зале, где книги на разных иностранных языках, в том числе и на русском. Антон Павлович, решили попробовать взять книгу домой. Выбрали Александра Сергеевича Пушкина. Есть такое мнение, что скоро Александра Сергеевича нужно будет читать со словарем, потому что русский язык очень сильно меняется. Так что... Вот, на первом этаже библиотеки располагаются вот такие автоматы, при помощи которых можно взять книгу. Для этого выбираем, что мы хотим взять, сканируем карту, которая есть у каждого студента, и потом кладем вот сюда книгу, и автоматически она сканируется, и автоматически добавляется на ваше имя. Ну, крутая библиотека вообще. Только из-за библиотеки можно поступить в твой универ, Марусь. Ну все, проголодались. На экскурсии идем в столовую. Всем надо перекусить, иначе снимать невозможно. Ну вот такая вот столовая студенческая. Сейчас будем пробовать, чем кормят студентов. Но еще мне вот эти нравятся с этой орлеанской курицей. Главная кабачки. еда в Китае — это, конечно же, пельмени. А так как пельмени — это любимая еда и наших ребят из России, поэтому в Китае можно выжить спокойно. Взяла с свининой с капустой, а вот это с капустой и курицей. Тоже мне нравится. Дешево фуму, мама, баба. 36. Общее? Ну, 3 порции пельменей. Так, пельмешки наши варятся. Не в университете как будто учишься, в ботаническом саду. Вот на территории университета есть просто вот какие-то восхитительные общежития. Марусь, расскажи, почему ты туда не попала? Почему ты не живешь в этом прекрасном здании? Потому что при подаче документов говорили, что общаги нет, она будет готова только ко 2-му семестру. В итоге, когда я приехала, уже нашла квартиру, подписала контракт, оказалось, что общежитие вот оно есть, готово, заезжайте спокойно. От него вот учебный корпус
20 метров, и уже ты на учебе. Вот. Но так сложилось, что... Ты можешь сказать, что тебе трудно учиться? Как вообще, насколько легко понимать китайский, учиться на нем? Ну, пока я учусь на языковых курсах, в целом это не так сложно. Но, во-первых, потому что адаптированы курсы под иностранцев для обучения китайскому языку. И плюс не такая большая загруженность на языковых курсах. Я слышала, что, например, на бакалавриате, на магистратуре прям очень большая загруженность, но на языковых курсах такого нет, расписание довольно свободное. Но в Китае самое главное — это, конечно, не прогуливать, потому что если посещаемость будет низкая, то могут возникнуть проблемы с визой, поэтому в Китае очень строго за этим следят, чтобы студенты не работали, поэтому очень следят за посещаемостью. Самое главное — это не прогуливать. Ну сколько надо прогулять пар, чтобы тебя выгнали из страны? Ну, я не знаю, сколько конкретно, но, например, для поступления в университет, если хочется переводиться в новый, требуется 80+% за год, или же если хочется грант, то должно быть 90+. Посещение. Да, за год. Ну и плюс еще результаты экзамена. Да, тоже учитывается. То есть, если у тебя получается посещение меньше 90%, у тебя нет шансов получить грант? Ну, по крайней мере, вот именно в этом университете грант, который они предлагают, да, они смотрят на посещаемость. А что здесь, какие занятия проходят? Русский язык преподают или что? Почему вот он такой, этот класс? Ну, в целом, да, в университете преподают в нашем русский язык. Очень много китайцев я встречала в той же библиотеке, кто сидят, читают русские учебники, в коридорах там повторяют чтение каких-то русских текстов. Ну, не встречала, не спрашивала китайцев, тяжело им вообще русский учить? Ну да, конечно, им тяжело это дается, потому что в китайском нету сложной грамматики, нет падежей, склонений, а в русском у нас все это есть, и это очень сложно им как-то выучить, запомнить, они очень часто в этом путаются, и произношение очень отличается от китайского, поэтому я думаю, да, им очень сложно это дается. Ну и те, с кем я общалась, они говорили, что очень сложно. А действительно ли китайцы учатся 24/7? То есть у них загрузка прям такая максимальная? Да, это правда. То есть у меня есть некоторые китайские друзья, я видела их расписание, там прям с утра до вечера постоянно классы, какие-то занятия, и это вообще, конечно. Но мало того, что у них постоянно вот эти занятия без перерывов, каждый день по очень много, они так еще и после идут учиться в библиотеку, и они прям сидят там до победного. Прям. Я когда готовилась к экзаменам, тоже сидела в библиотеке прям до конца, и я уходила, уже думаю, как поздно, а никто уходить не собирался, все сидели. В университет просто так не пройти, там проходы по Face ID. Просто так не пройти, проходы по Face ID. Но мы пробегаем втроем. Ну, потому что на выход без разницы. На вход Маруся оформляла нам какое-то специальное разрешение, чтобы мы зашли на территорию университета. Вот, потому что так просто никого не пускают. Вот прям недалеко от университета, буквально несколько метров, станция метро. То есть очень удобно добираться. Кто далеко живет, например, тот вот на таких вот байках доезжает до станции и дальше уже передвигается на метро. Вот так вот выглядит Марусин район, в котором она живет. Как всегда, как везде в Ханчжоу, все в зелени. Очень классная инфраструктура. До Марусиной квартиры идти 20 минут. Можно доехать на велосипеде, можно доехать на автобусе, либо взять такси. Такси в Китае стоит очень дешево.
Что меня не перестает поражать в Китае, так это общественные туалеты. Конечно, это не японские туалеты, говорят, там они просто высший класс. Но здесь, вот лично меня, они всегда поражают. Туалет бесплатный. Бесплатный туалет, Марусь? Да. Бесплатный туалет. Посмотрите, какой он чистый. Ты можешь даже зарядить телефон. Зарядки. Ковры расстелены. Не во всех ресторанах такие туалеты бывают. Это просто уличный туалет. Шок. Меня зовут Лера. Я родом из Пласта, это Челябинская область, России, и живу в Китае с 2017 года. Сначала я приехала сюда на языковой год, потом окончила бакалавриат и поступила на магистратуру, и сейчас работаю в китайской компании. Вот за эти 2 года что было самым тяжелым? Ну, наверное, первое время, точнее, ну не прям первое время, а когда прошла вот эта эйфория и начался вот этот период адаптации, который всегда в новой стране, когда ты уже начинаешь видеть все эти минусы и все такое. Вот, конечно, это был самый трудный период, но я рада, что тогда были те, кто меня поддержит, и в целом. А что сначала для тебя было очень странным, а потом ты к этому привыкла? Наверное, до сих пор для меня остается очень странным тот момент, что когда китайцы тебя видят, они тыкают пальцем и кричат «иностранка», наверное. Ну, может быть, еда. Но я изначально слышала, что здесь странная еда бывает, и я была к этому готова, что я увижу куриные лапки, лягушек, жуков и прочее. Все это я попробовала уже, да. Ё-моё! Еще! Еще! Себе! Нормально получается! Ой-ой-ой, какой-то тяжелый труд. Ну вот так вот. Сначала ты водишь детей за руку, переводишь через дорогу, заботишься. А потом наступает момент, когда ты приезжаешь к ним в гости в совершенно незнакомое место. И уже они командуют парадом и ведут тебя за собой. О, это же эти легендарные белые кролики. Знаменитые китайские конфеты. Вообще реально в Китае жить без Вичата или Алипэя? Конечно, нет. Мне кажется, тут вообще нереально, потому что все оплачивается Вичатом или ПМ. Такси заказывают при помощи Вичата или Пэя тоже. Везде производится оплата при помощи этих систем. На том же Таобао без Алипэя никак не заказать. В этом Китае одни сплошные роботы. Даже полицейский робот. Сейчас мы вам робота покажем. Вот такая вот чудо техники. Полицейский робот. Hello. Сейчас вот уже довольно поздно, мы будем возвращаться домой. Ты вот чувствуешь себя в Ханчжоу безопасно, даже если ты поздно, например, возвращаешься домой? Да, конечно. Я помню, когда я только приехала, мне ночью очень захотелось чипсов. И я так боялась пойти в 7-Eleven, потому что он у нас был очень далеко, который 24 часа работает. Надо было идти пешком, ну, минут 15-10. И это было ночью, мне было так страшно. Но я в итоге пошла, я вот так все записывала подругам кружочки. И мне потом позвонили по фейстайму, чтобы я не боялась. Но сейчас вообще пофиг. Потому что я поняла, что правда очень безопасно и вообще ничего не будет, если так выйти. Правда, можно чувствовать себя спокойно. Не потому, что ты осмелела, а потому да, что потому что правда здесь можно безопасно. чувствовать себя спокойно. Что иностранцы чаще всего не понимают про Китай? Я знакома со многими иностранцами из разных стран. Судя по тому, что они мне рассказывали, сильнее всего их удивляли некоторые особенности китайской рабочей культуры и в целом правила общения и этикет Китая сильно отличаются от тех, к которым они привыкли у себя на родине.
Китайцы ведут себя более сдержанно в общении, да и сам способ проводить время вместе немного другой. Например, у нас люди чаще предпочитают собраться дома, попить чай, сходить в горы или поиграть в маджонг. Это довольно сильно отличается от западных стран. И для иностранцев это тоже становится своего рода культурным шоком. Еще одна особенность связана с языком и культурным контекстом. То, как люди выражают свои мысли на английском языке, сильно отличается от того, как это принято делать на китайском. Китайцы обычно говорят более завуалированно и осторожно, тогда как в англоязычной среде люди чаще выражаются прямо. Поэтому многим иностранцам бывает непросто привыкнуть к китайской манере общения. Обычно именно с этим они сталкиваются в первое время после приезда в Китай. Пришли есть пельмени в наше традиционное пельменное место в Ханчжоу. Место, отмеченное трижды в гиде Мишлен. Мы поэтому на него обратили внимание. Оказалось, что здесь действительно очень вкусно. И мы стали сюда регулярно захаживать. Так, ну вот такие вот пельмени жареные. И вот суп такой вот с креветками. А, это креветки, да, там? Есть пельмени. Как тебе кажется, иностранцам легко жить в Ханчжоу? Я считаю, что Ханчжоу на самом деле очень подходит для жизни иностранцев. Здесь сочетаются традиционные китайские природные пейзажи, горы, реки, а также сохранены многочисленные исторические и культурные памятники. При этом Ханчжоу во многом ориентируется на Шанхай и сохраняет в себе элементы международного современного города. Здесь можно найти комфортный ритм жизни, не такой быстрый, как в Пекине или Шанхае, но при этом здесь можно в полной мере познакомиться с китайской культурой и традициями. Итак, мы на Сиху. Главная достопримечательность, сердце Ханчжоу. Марусь, часто здесь бываешь? Ну, довольно часто, да, тут. Самый центр города, как-никак, очень много развлечений здесь. Ну, в целом, вокруг Сиху иногда есть желание погулять, но сейчас, конечно, уже реже, потому что уже очень тут много людей. А что почувствовала, когда первый раз увидела Сиху? Я вообще, на самом деле, была в шоке. Мы выходим из метро, тут столько этих ярких вывесок, всяких каких-то кафешек, всего-всего магазинов. Потом мы увидели это озеро, и оно очень красивое, правда. Вдалеке красивые горы, красивые кораблики. В целом, правда, безумно красивое место. Единственный минус, что очень много людей. Ну да, конечно, очень многолюдно. А это всегда так? Целый день, 7 дней в неделю? Да. Ага, то есть, чтобы застать Сиху пустынным, варианта нет практически, да? Ну да, но только, наверное, если прям совсем-совсем рано, ну или уже попозже вечером, когда там все пошли куда-то уже ужинать, там в бары. Здесь уже, наверное, можно прогуляться как-то. Но хотя по вечерам выходят эти певцы, караоке, поэтому тут нету умиротворенной атмосферы. А как ты познакомилась с Машей? С Машей мы познакомились в персоне на одной из смен. То есть я была тогда руководителем смены, а Маша приезжала как в качестве ребенка отдыхать. Ты заразила ее китайским. Как это произошло? На сменах у нас были различные тематические мероприятия. И я очень часто в целом делилась своим опытом, рассказывала про китайский, про то, как я изучаю китайский, почему он мне нравится и прочее. И, видимо, вот это откликнулось у Маши. Ну, не только у Маши это откликнулось на самом деле, но Маша сразу начала учить китайский, и вот сейчас она находится в Китае. Но у нее был большой интерес. Вот в китайском языке очень важно интерес не потерять на протяжении вот этого процесса изучения китайского языка, потому что это очень
очень сложный язык, он требует вот как раз-таки усидчивости и помимо этого интереса большого. А у Маши вот в плане интереса вообще хоть отбавляй. Если бы не Аня, ты вообще оказалась бы в Китае? Я думаю, нет. Ну, потому что изначально Аня мне рассказала все про Китай, показала всякие эти фотографии, рассказывала всякие истории, меня это заинтересовало. Аня меня начала обучать китайскому, и поэтому я думаю, да, если бы не Аня, меня бы тут не было. Ну, и я бы приехала, я бы одна не справилась и домой бы поехала. Какой бы ты совет дала приезжающему учиться в Китай студенту? 就是这个问题就相对来说会比较的，其实根据每个人他其实会有 Этот 自己的 вопрос во 偏 многом 向 зависит 性 от самого I think человека и его 因 характера. 为每个人 Кто-то 他 более 可能有一 открытый 些 и 人就会比较 общительный, 爱一点， кто-то 有些人会比 наоборот. 较 E 一点。然后，但是我还是比较推荐 Но 大家 я 可以 все 去 же 参加一 рекомендую 些 участвовать в различных местных 一 мероприятиях 些当地的杭州的一些社群啊、活动啊。 и обязательно стоит подружиться с китайцами, познакомиться в университете или найти друзей в китайских соцсетях, потому что именно они смогут познакомить вас с настоящей местной жизнью. Так вы гораздо лучше узнаете Ханчжоу и поймете, чем этот город особенный. Помимо Сиху и других популярных туристических мест, здесь есть множество скрытых локаций, о которых обычно знают только местные. Поэтому знакомство с китайцами — это действительно важная часть адаптации. А что ты сюда самое первое купила вот в свой дом? Конечно же, вот этот стеллаж, чтобы составить все мои поп-марты. А что такое поп-марты и почему для него нужен отдельный стеллаж? Зачем ты их скупаешь в таких количествах? Ну, это зависимость, если честно, какая-то уже. Поп-март — это в целом очень популярная компания сейчас в Китае и в целом по всему миру уже. Они продают вот такие blind-box фигурки, очень красивые, очень все детализированные, много разных персонажей. И никогда не знаешь, что тебе попадется, и это всегда такой азарт. Но я не знаю, кому это рассказываю, мам, ты сама уже накупила себе этих поп-мартов. Ну да, у меня тоже есть штук 7. На шкаф, конечно, моя коллекция еще не тянет, но тем не менее, что-то у меня есть совершенно прекрасное. Но это хорошо, что... Хорошо жить в стране, где нет поп-марта, Это потому правда. что если он есть, то это не заметишь вот этот переход от 3 фигурок до целого стеллажа. Нет, это правда. Меня это очень сильно спасает. Прошел год, но ничего не изменилось. Изменилось. В том году я увезла 5 поп-мартов, а в этом году из Китая поедет только 1. И еще 1 из Вьетнама. Это новая коллекция, там нечего трясти, там потому что все новые и повторов не будет. Ну покажите, Поэтому- что за коллекция-то. Серия называется Tame, типа Wild Grass, и что она посвящена тому, Как тяжело во взрослой жизни, как легко было детьми, но видно, что что-то они недовольны. Ну потому что его в котле сварили, что ж тут радостного, конечно. Ну сейчас будем вскрывать. Я не знаю, но эта индустрия вообще, она заманила всех. Но очень многих, конечно. О, класс, какой красивый пакет даже. Так, распечатываем подарок от Маруси. Вот, щедрость дочери не знает границ. Это вот все жизнь самостоятельная, до чего доводит людей. И дружочек. В котле. Отличный. А вариться тебе в котле. Какой Во шикарный взрослой жизни. вообще, Давай. парняга. Ну вот нас сейчас снимают китайские люди со всех сторон. Мы тут практически единственные обладатели европейской внешности. Вот. Как ты относишься к этим моментам, когда тебя снимают? Насколько тебя это злит или забавляет? Как ты относишься? не передать словами, насколько это сильно меня раздражает. Вот я сейчас слышу, что они дискутируют, из какой мы страны, и вот они еще до этого нас сфоткали, по-любому они покажут эти фотки там всем, кого знают. Я просто этого не могу понять.
зачем нужна фотография с иностранцем, при том, что мы в большом городе находимся, здесь очень много иностранцев, вон там даже, вот если посмотреть, много кто гуляет иностранцев, то есть это не диковинка, я не понимаю, зачем это снимать постоянно, но еще ладно, более-менее я могу, может быть, если в хорошем настроении, сфотографироваться, когда меня попросят о фото. Но очень еще часто фотографируют в метро просто из-под тишка, и это безумно раздражает. Привет. Однажды мы ехали, и так получилось, что Маруся с Аней сидели напротив, а я сидела рядом с китайцем. И я видела, как он их сфотографировал и сразу разослал по всем соцсетям китайским эту фотографию. То есть для него это какая-то была настолько ценная добыча, что которой надо было срочно со всеми похвастаться, поделиться. А есть что-то, что шокировало тебя, когда ты только переехала в китайской культуре, в китайской повседневности? Ну, все меня шокировало, потому что это другой мир, и к этому миру нужно привыкать. Еда, язык, менталитет. Это совершенно другая планета. Но больше всего, наверное, меня поразили рыгающие китайцы. Вообще в Китае ты можешь стать своим или ты всегда здесь будешь чужой? Я не люблю вот это выражение, что в Китае ты никогда не сможешь найти там китайских близких друзей или чужим ты будешь по-любому, потому что ты отличаешься внешне от них. Но лично для меня найти общий язык с китайцами — это вообще не проблема. У меня большая половина друзей — это китайцы. И, не знаю, они отличные ребята, с ними очень приятно общаться, и вот так. В культуру влиться тоже можно, если ее глубоко изучить, понять и любить ее, я не знаю. Что тебе дал первый год жизни в общежитии? Ну, наверное, умение адаптироваться к отсутствию личного пространства. Но, несмотря на все эти минусы, конечно, было много классных моментов с моими соседками, когда к нам приходили гости, и мы с ними сидели, там играли в какие-то настолки или же просто общались, поэтому, конечно, были и классные воспоминания. Если бы ты встретила себя в общежитии в первый твой день, что бы ты себе сказала? Какой совет дала? Я бы, наверное, сказала: да не переживай, Маш, это скоро пройдет. Потому что, да, тяжелый был период жизни в общаге, и это, правда, пройдет. Но на самом деле сейчас у меня остались только хорошие воспоминания, мозг стирает все плохие воспоминания, у меня остались только хорошие, на самом деле, от жизни в общаге. Вот, но все равно, я бы сказала, не переживай, это все временно. А почему ты решила остаться в Китае? Изначально, когда я только приехала, у меня не было такой какой-то особой притирки к Китаю, мне сразу все в принципе понравилось. Я привыкла к еде, к людям в целом. Потом решила поступать на бакалавриат, потому что по цене выходило примерно так же, если бы я оставалась в России, либо в Китае. А после окончания бакалавриата наступил ковид, и я не могла выехать из Китая, решила поступать на магистратуру. Но теперь я уже так сильно привыкла к Китаю, что я не представляю свою жизнь, например, в России. Ехала в 2018 году, это получается 8 лет назад. Но во время ковида, короны, я была в России несколько лет, потому что, в отличие от Леры, у которой не было возможности уехать, у меня так удачно подвернулось, что я уехала на зимние каникулы и вернуться не смогла. Поэтому у меня уже немножечко другая история. Но ты очень хотела вернуться. Да, я очень хотела, я очень грезила этим. Это как раз были мои последние 2 года на бакалавриате. И, ну да, это период такой был, когда ты не знаешь, вернешься ты, не вернешься. И каждый день я сидела, ждала имейлы, сообщения от учителей. Вот, но как будто бы у меня не было другого варианта, как не вернуться. Мы пришли в торговый центр в самом центре города, и в торговом центре китайцы залили настоящий ледовый каток. Это не пластиковый лед, а обычный лед. Они умудрились это сделать не в Ледовом дворце, а в торговом центре.
Тяжело вообще было научиться вести быт самостоятельно, без чьей-либо помощи? Мне кажется, ну, лично мне вообще как будто бы нет. Ну, нет, конечно, были трудности, но в общем было довольно-таки несложно. Вот. Ну, а что сложного? Прибрался, приготовил. Ну, конечно, это все постоянно нужно делать. А что самое сложное в Китае для жизни, для иностранца? Что для тебя было самым сложным, к чему ты, может быть, привык или не привык? Сейчас уже сложно судить, потому что самое сложное, потому что за столько лет это уже что-то обыденное. Но иногда я думаю о том, типа, вот если бы я приехал сейчас первый раз в Китай, мне бы, наверное, первое, что сложно было, это адаптация к еде и адаптация к самим привычкам китайцев, потому что многое я до сих пор не могу понять. То есть, типа, я полностью принимаю китайскую культуру, китайцев, по-другому здесь никак. Если ты этого не принимаешь, ты просто не выдержишь здесь. Почему ты каждый раз выбираешь для себя, для жизни Ханчжоу? Ну, я побывала во многих городах Китая, и методом вот проб и ошибок, ну нет, не ошибок, просто посмотрев на другие места, я поняла, что Ханчжоу для меня более подходящий. Я считаю, что это идеальный город, чистый, сделанный для людей, безопасный, интересный. И живя здесь столько лет, каждый раз я понимаю, что я еще столько здесь мест не посмотрела. Каждые выходные можно открывать для себя что-то новое. И, ну, и погода хорошая, и красивый, приятный город. Ханчжоу для тебя — это что-то такое, стартовая площадка, это твой дом или что-то временное, и потом ты куда-то хочешь поехать дальше? Как ты относишься? Ну, на данный момент, конечно, я считаю Ханчжоу своим домом. Я очень люблю этот город, правда. Тут невероятная природа, и в то же время он очень современный. Он очень такой довольно быстрый по ритму, но в то же время такой весь спокойный и умиротворенный. Я очень люблю этот город, но также я не вижу, например, здесь своей жизни, да и в целом в Китае дальнейшей какой-то жизни после университета, наверное, потому что, ну, это правда, мне кажется, сложная страна для того, чтобы жить здесь постоянно, и как будто бы, ну, хотелось бы жить в стране, где на тебя не тыкают постоянно пальцем, где тебя не фоткают из-под-тишка, где ты хотя бы выглядишь так же. В любой стране сложно, мне кажется, влиться в общество. Но в Китае это, мне кажется, что-то нереальное. Ну и правда, ты тут будешь чужим практически всегда, просто потому что ты выглядишь по-другому. Неважно, понял ли ты их культуру, выучил ли ты их язык, ты всегда для них будешь чужим. Они не увидят разницы между тобой и человеком, который приехал на пару дней попутешествовать, а ты, может, живешь тут уже второй десяток, и уже дети, все китайская семья, но ты все равно здесь будешь не своим. Asian squat. We got it. Машунь, мы вчера вот встречались с твоими друзьями, очень классные ребята, тебе вообще, мне кажется, повезло с друзьями, а им с тобой. Как так получилось, что они все настолько тебя старше, практически там 10 лет плюсом? Я не знаю, просто так совпало. Ну, с Аней мы были очень давно знакомы уже. Ну и как-то Аня меня познакомила со своими друзьями, как-то так вот получилось, что заобщались. А что тебе дала дружба вот с людьми, которые настолько тебя старше? Как ты считаешь? Как-то, может, взгляд на жизнь становится другим, потому что, может, общаясь со сверстниками и обсуждая бы, я думаю, с ними что-то, они бы мне давали бы какие-то другие советы, исходя из своего опыта, который меньше, ну и просто как-то по-другому. А так вот они там взрослые начинают мне там свое. Вот, возможно, это как-то на меня влияет положительно. Но в моменте, конечно, как Лера что-то скажет, вообще. Это моя китайская семья, что Аня моя сестра,
Лёша мой китайский брат, Шаду моя китайская мама, а Лера моя китайская бабушка. Да, ну классно, что у тебя есть китайская семья. На самом деле, конечно, когда ты вот отпускаешь ребенка в какой-то в огромный незнакомый мир, это очень волнительно. И знать, что у него есть вот такие вот надежные, близкие люди, которые помогут в трудную минуту, поддержат, это вообще просто нереально. Когда ты находишься далеко от семьи, от близких, друзья в такой ситуации имеют большее значение? Да, они имеют такое То есть важное можешь сказать, значение. что они становятся как твоя семья? Или... Да, это как моя семья, которую я сама выбрала, и с которой я выбираю общаться каждый день, потому что это мой выбор. Какой бы ты совет дала родителям, чьи дети хотят уехать учиться в Китай? На меня всегда все смотрят с ужасом и говорят: боже мой, как вы ее отпустили, это так страшно вообще, одна. Ну, мне кажется, это, понятное дело, это страшно будет в любом случае, в любом возрасте отпускать своего ребенка не то что в другую страну, да и даже в другой город. Да и даже если в том же городе ребенок начинает жить самостоятельно, мне кажется, для родителей это всегда волнительно, что новый этап и все такое. Но тут еще и другая страна, и, конечно, это будет волнительно, но мне кажется, для ребенка это будет просто самый лучший опыт, которого не получить по-другому. То есть жизнь в другой стране учит лучше вообще всего на свете. Это столько невероятного опыта, новых знакомств и просто такое расширение кругозора, что это, правда, наверное, самое лучшее, что могут сделать родители для ребенка. Поэтому, да, страшно, но мне кажется, если хочется дать самое лучшее, то просто нужно побояться чуть-чуть и все. Я однажды услышала по радио, был очень классный ведущий, все время говорил какие-то умные вещи. И он сказал такую фразу, что лучшее, что может произойти с человеком, это самостоятельность. Получается, что ты сейчас подтвердила именно вот эту теорию. Вот. И она просто, эта фраза на меня произвела большое впечатление. Я очень много лет ее держала в голове. И когда ты поехала в Китай, я все время это себе проговаривала. Ну, во-первых, я в принципе не представляла, что мы будем жить вместе после окончания твоей школы, потому что я тоже. Да, потому что я сама после школы уехала от родителей, и для меня вот то, что вот многие люди продолжают жить, ну, как бы для меня это непонятно, потому что у меня такого не было, у меня был совершенно другой сценарий, и поэтому я всегда думала, что, ну, ты тоже куда-то поедешь. Ну, мне тоже, на самом деле, да, наверное, от того, что я других историй не знала, не слышала, тоже всегда казалось, что так и нужно, что вот закончил школу, уехал. Но сейчас, общаясь с разными людьми, я понимаю, что это далеко не у всех так. Но мне кажется, это правда самое лучшее, что может произойти с человеком. Не надо бояться. Дети, особенно взрослые, ко всему приспособятся. Они уже, мне кажется, в душе только и ждут, чтобы поскорее уехать. Вы там отпустите, иногда звоните, и все будет хорошо. Ну, в общем, да, отлично. Главное поддерживать ребенка в том, что он хочет. Если, например, ребенок говорит, что мечтает там после школы куда-то уехать, не нужно ему говорить: да, ты куда с такими своими оценками, со своими знаниями, куда ты такой поедешь, как ты там будешь один. Надо просто сказать, что поддерживаешь, если что, поможешь, и если будет в ребенка верить, то он совсем справится. Да, хороший совет, на самом деле, когда вот ты засобиралась в Китай так рано, в столь юном возрасте. Вот, я, конечно, была в ужасе, но я думала, что, ну, например, можно было сказать: нет, нужно подождать, там, после 11 класса поедешь. Но я понимаю, что это такое желание, которое есть здесь и сейчас, и которое через 2 года может просто исчезнуть, а такие желания, такие стремления не так часто посещают человека. Да, и такую возможность точно нельзя упускать. Да, и поэтому вот, ну, в общем, мы вот как-то командные игроки, и наша команда просто поставила все на зеро. Что в Китае делает человека взрослее? Что тебя сделало взрослее, вот как ты считаешь?
Наверное, это финансовая сторона вопроса, потому что мне нужно планировать свой бюджет, распределять его. Особенно в начале, когда я только приехала, я могла спустить деньги на что-то абсолютно ненужное, а потом мне нужно было придумывать, как мне распределить свой бюджет на оставшееся время. Также приходилось решать какие-то серьезные вопросы с визами, с обучением, потому что ты понимаешь, что тебе необходимо самому себя контролировать в определенные моменты, потому что ты понимаешь, что ты этого не хочешь сделать, но нужно, чтобы остаться, например, в Китае. Есть какая-то привычка, философия в китайской традиции, там, религии или так далее, то, что помогает жить легко? 我想一下 fuck. This is kind of hard for me. Okay, so, 但是我觉 Мне 得就 кажется, 是有 есть 一些 несколько 话 фраз, 就是我 которые мы 们会 очень 经 часто 常在生 используем 活 в 里面 повседневной жизни, 会口头 почти 禅一 как 样的会去说， поговорки. 就比如说船到桥头自然直啊， Первое, 然 когда 后就 лодка 是 доплывет до моста, она сама 办法 найдет 总比 путь. 困难多。就第 Ее 一句话 смысл 的 в 意 том, 思就 что 是 если перед 船到 тобой 桥 есть 头自 какая-то 然直，就 трудность 是 или 反 неопределенная 正 ситуация, не нужно 什么 заранее 事情什 переживать и 么困难 продумывать 的 все 事 до 情、未 мелочей. 知的事情， Сначала 你 начни 先做 действовать. 了再说。 Да, 然 путь может 后 оказаться 这件事 непростым и 情可能会 извилистым, 很曲 но 折， когда 但 дойдешь 是 до определенного 你只要 момента, 走了之后， решение 船就 обязательно 是 найдется. 你走到 То 那 есть не 个 стоит 那个 беспокоиться о 地方了 проблемах 之 еще 后， до того, 一 как 定 ты 会有 вообще 一 начал 个 что-то 路 делать. 口，在等，你会看到一个 Вторая 路口，就是 поговорка. 你不要去 Способов решить 先 проблему 没有 всегда 做的时 больше, 候，你 чем 会 самих 去想 трудностей. 很多事情，就不要 Другими 先着 словами, 急。 выход 第二 обязательно 句话的 найдется, 是 поэтому не стоит 办法 слишком 总比困 переживать. 难多，就是 Лучше сначала начать 解决 действовать, 的 а 办法一 потом 定 уже 是总比困难 разбираться с 多，所以就是 возникающими 不会 проблемами. 让你太忧虑。就 Думаю, именно 先 такой 做了再 подход 说，所 помогает 以 нам сохранять более 就会让我 спокойное и 们 позитивное 心态会 отношение к 保持会 жизни. 更好一点。 Как думаешь, Китай через 2 года и через 10 лет – это две разных страны будут? Честно, думаю, да. Через 2 года, я думаю, разницы еще не особо будет, а вот через 10 лет, мне кажется, здесь точно будут уже летать машины, не знаю, доставки уже есть через дроны, а так, я не знаю, мне кажется, будет все по-другому. Будет как вот такой вот есть киберпанк, что-то такое примерное. Какой совет ты бы дала себе, 16-летней, перед поездкой в Китай? Ну, не знаю. Я как будто бы все хорошо делала. Ну, в целом, я рада, что первый год я не сидела, не грустила полгода в общаге. Я постоянно там куда-нибудь ездила, погулять, найти новые места, исследовать город. И это, мне кажется, самое важное, переезжая в новое место, именно исследовать, посмотреть, где ты живешь. Потому что тогда, конечно, если ты этого не делаешь, конечно, будет эта тоска усиливаться. А так, как говорится, когда есть чем заняться, то особо не остается времени погрустить. Каким человеком ты хочешь стать, даже если ты пока не знаешь, какая у тебя будет профессия? Добрым и хорошим человеком. И пожелания нашим подписчикам каналу «Привет, ребята». Приезжайте в Ханчжоу и посмотрите тут, как все устроено своими глазами обязательно. Не бойтесь пробовать в жизни новое и никогда не бойтесь менять свою жизнь. Приезжайте в Ханчжоу. Welcome to Ханчжоу. Guanlin, Guanlin. Китай одним словом. Культура. Еда. Китайцы. Таобао. Peace. Ханчжоу одним словом. Природа. Чай. Чистота. Красота. 江南。 Что в Китае самое удобное? Таобао. Метро. Интернет. Food. Что в Китае самое странное? Food. Маруся одним словом. Авантюра. Чизкейк 5. Билли Айлиш. Самое лучшее. Зумер, сказал.